Я очень люблю необычные, интересные вещи. Нашла в интернете шапочку, детскую шапочку. Она мне очень понравилась, я решила решить. Вот эта выкройка. Ссылка на эту выкройку в описании под видео. Она распечатывается на бумаге. Нам надо ее будет склеить, вырезать и склеить эту деталь. Мы подклеим вот сюда. У нас будет две детальки: внутренняя шапочка и наружная шапочка. Сейчас я подготовлю выкройки, будем кроить и шить. Шапочка у нас состоит двухслойная: верхняя шапочка, слой внутренняя, завязочки и перемычка декоративная. Так вот надо. Наружную часть я хочу шить вот из такого бархата. Будет красиво смотреться. Она идет со сгибом, шов по спинке. На выкройке есть уже припуски на шов. Потом дополнительно мы не оставляем. Здесь по переду сгиб. Прикалываем. Кстати сказать, шапочку можно сшить с ушками, можно сшить без ушек. На выкройке, вот здесь линия, если вы будете шить без ушек, тогда вот эту часть вы просто не будете выкраивать. Я когда-то шила спортивный костюм, ой, не просто костюм, теплый, из футера. У меня осталась вот такая ткань, поэтому внутреннюю часть шапочки я хочу сшить из нее. Она мягонькая, тепленькая, комфортная. Здесь внутренняя шапочка у нас получилась так. Перво-наперво зашиваем вот эти выточки. Складываем. У наружной шапочки надо зашить вот эти выточки. Складываем. И зашиваем. Выточки прострочила. Теперь складываем по длинному шву. Прошиваем, складываем. Одной выточкой в одну сторону, припуски другой выточки в другую сторону, чтобы не было лишней толщины. Теперь, когда мы будем шить, нам надо оставить незастроченный участок. Небольшой. Шапочку прострочили, здесь оставили незастроченную. Сейчас с макушки мы вырежем немножко. Это для того, что когда мы будем выворачивать, не было лишней толщины. Сейчас мы прогладим.
Теперь это мы прострочили. Складываем. И теперь прострочим здесь. Прострочила. Теперь лишнюю ткань в уголках надо срезать. Вот я нашла еще один шнурочек повеселее. Вот такой. Его я сделаю в качестве завяза, потому что отделка на шапочке у нас будет белая. Прощаю шнурочек. Думаю, такой длины нам хватит. Готово. Завязочки есть, внутренняя шапочка. Теперь мы должны их сложить лицевыми сторонами друг к другу, соединяя шов, который на спинке. Теперь очень важно помнить про то, что у нас есть завязки. Они пришиваются к ушкам. Вставляем между шапочек прикалываем. И эту то же самое. Теперь соединяем обе шапочки. Все скололи и прострачиваем, сострачиваем верхнюю и нижнюю шапочки. Вот так вот прострочила. Теперь там, где вогнутая линия, надо разрезать до линии вышива. А вот там, где выпуклые, там можно срезать лишнюю ткань, чтобы не было толщины большой, когда выворачивать будем. Мы оставляли незашитую часть. Через нее мы вывернем шапку. Теперь лучше всего выметать так, чтобы подклад с лицевой стороны не был виден вручную. Выметаем косыми стежками, то есть по отношению к линии шва, краю, под углом 45 градусов. Так, всю шапочку выметали и делаем отстрочку по лицевой стороне. Так, теперь мы отстрочим, а потом вручную зашьем вот эту незашитую часть. Подогнем, сложим края и иголкой с ниткой просто зашьем. Вот сшили. Это внутренняя шапочка, это наружная. Вот эту часть нам теперь надо присобрать. Вот уровень высоты банта. Вот отмечаем спереди и сзади. Отметили. Теперь вот у нас деталька. Вот это длина этой петли. Я хочу ее сделать. Вот у меня есть такая тесьма. Сейчас я ее по длине отрежу.
спереди она будет крепиться вот здесь. Складочками соберем. И сзади будет крепиться здесь. А теперь при помощи иголки с ниткой мы ее пришьем.